От пациентки. Аденокарцинома легких, операция по удалению части левого легкого в 2015 году с множественными метастазами в головной мозг, 2 операции в 2022 и в 2023 годах. В конце 2023 года 4 курса химиотерапии. До конца февраля 2024 года состояние больной удовлетворительное. В марте 2024 года резкое ухудшение, превращение в овощ. В настоящий момент самостоятельно не ходит, кроме «да», «нет», «хорошо» ничего не говорит. Взгляд отстраненный. Постельный режим, резкая потеря веса. За 3 недели более 10 килограммов. Хотелось бы выяснить причины и, главное, что делать. Исходя из того, что МРТ показывает, что метастаз в головной мозг нет. А проблема, судя по симптомам, в мозге. Что же это за заболевание? И как его лечить? Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 66 лет, дата исследования 29 февраля 2024 года. Область исследования – головной мозг, срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны до 20 мм, третий желудочек до 10 мм, и В и краткое желудочек мозга не изменен. Индекс Эванса 0,47. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена, гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мастомозжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, умеренно расширены. Справа, вовлекая в процесс практически всю височную долю и часть затылочной доли, сформирована массивная зона кистозно-глиозных изменений с признаком отложения гемосидерина, размером 108 на 41 на 38 мм, в передних субконвескитальных отделах правой лобной доли аналогичный очаг размером 34 на 40 на 20 мм. Субкортикально, пара- и суправентрикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются немногочисленные гиперинтенсивные на Т2 флеер-очаги, размерами до 3-4 мм, без перифокального отека, более вероятно дисциркуляторного характера. Вокруг боковых желудочков сформированы массивные зоны глиоза. Расширены переваскулярные пространства верхового робина. Краниоспинальный переход без особенностей. Состояние после КОЧ. Придаточные пазухи носа, в зоне сканирования, в левой гайморовой пазухе киста диаметром 17 мм. При введении контраста слева в теменной области визуализируется зона размером 33 на 33 на 26 мм, накапливающая контраст, вокруг зона перифокального отека. Заключение МР: признаки образования секундарного левой теменной доли. МР: картина состояния после перенесенных онк. КОЧ, дисциркуляторной энцефалопатии фазикас 3, смешанной гидроцефалии. Рекомендована консультация онколога, невролога. 19 марта 2024 года. Доцент КМН Котов МА. Комментарий врача-рентгенолога. Я вижу 2 проблемы в голове. Первая. Слева в теменной доле образование, активно накапливающее контраст. Вполне вероятно, что это метастаз, вокруг которого зона отека. Тут нужна консультация онколога. Вторая. Значительная часть мозга разрушена ранее перенесенными инсультами, по всей видимости, была гипертоническая болезнь. Тут нужна консультация невролога.